Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересными и полезными знаниями о том, какие вещи по приметам нельзя одалживать или дарить из дома. Это очень любопытные приметы, основанные на мудрости предков. Уверена, эти знания помогут вам сберечь достаток в доме. Вы наверняка слышали выражение «свою рубашку с себя не сниму и другому не отдам». Оказывается, в этом есть глубокий смысл. Наши предки очень бережно относились к вещам в доме и старались ничего не давать взаймы. У каждой вещи было свое предназначение, энергетика и ритуальное значение. Наши предки это прекрасно понимали и старались ничего лишнего из дома не выносить. Мы поговорим о таких предметах, как иголки, булавки, сахар, соль, посуда, одежда, украшения. Также коснемся важных запретов на дарение вещей в определенные дни. Друзья, если данная тема вызывает у вас интерес, я бы с радостью услышала ваше мнение и отзывы. Пожалуйста, оставьте комментарии ниже, чтобы поделиться своими мыслями о том, нужно ли продолжать обсуждение этой темы. Ваши комментарии помогут мне понять, насколько важно для вас продолжение этого разговора. Благодарю за активное участие. Подпишитесь на наш канал, чтобы знать больше о мире примет и суеверий. Моя бабушка выросла в деревне, где к таким вещам относились очень серьезно. Вот, к примеру, иголки. Иголка в народных поверьях считалась почти священным предметом. Ее никогда нельзя было давать в долг, особенно завистливым людям. Суеверные люди боялись, что тот, кто попросит иголку, нашлет на нее порчу или проклятие. Если уж приходилось одалживать иголку, то отдавали обязательно вместе с длинной ниткой. А еще кололи острием того, кому давали иголку, так зло отводится. Вообще иглы в доме полагалось хранить только с нитками в ушках. Говорили, это предохранит от нужды и бедности. А чтобы деньги в доме водились, надо было завести специальный футляр для иголок или втыкать их в катушки с нитками. Соль – это очень энергетически насыщенный продукт. Если соседка просила соль, наши бабушки сразу настораживались. Мол, не к добру это. Либо отдавали всю пачку целиком, либо насыпали в мешочек и дарили, чтобы зло отвести. Сахар бабушка тоже никогда не давала в долг. Боялась, что вместе с ним из дома уйдет и счастье. Посуда. Ложки, вилки, тарелки. Все это пропитано энергией и духом хозяев. Поэтому никогда нельзя было давать свою посуду в долг, чтобы не навредить ни себе, ни другим. То же самое и с одеждой, особенно с обувью. Отдавать обувь значит отдавать собственную энергию. Поэтому одалживать их крайне опасно, можно чужие беды на себя привлечь. Разве что за монетку отдать на время. Ну и украшения. Они так близко к телу находятся, что перенимают характер и судьбу хозяина. Поэтому чужие украшения надевать ни в коем случае нельзя, чужие проблемы на себя накличешь. Также я никогда не отдаю из дома нательное белье, трусы, майки, носки. Ведь это самая личная одежда, которая плотно контактирует с телом. Отдав ее кому-то, я как бы передам свою энергетику. То же касается сумок и кошельков. Они долго хранят память о своем хозяине, о его достатке. Поэтому я никогда не дарю свои сумочки, даже старые. Лучше выброшу, чем подарю. С постелью такая же история. Подушка и матрас впитывают нашу энергию, пока мы спим. Поэтому отдавать их нельзя даже родным. Лучше избавиться или сжечь старую постель. И уж тем более зеркало ни за что никому не отдам. Это самый мощный энергетический предмет. В нем полностью запечатлевается хозяин. Поэтому отдавать зеркало категорически нельзя. Только выбросить. Даже веник, по приметам, никуда из дома нельзя было выносить или давать. Это могло целую полосу невезения навлечь. А если хотите узнать, как привлечь удачу с помощью веника, то посмотрите вот это видео. Запомните, ничего из дома не давайте и не берите в церковные праздники. И после захода солнца. И в понедельник тоже не занимайте, а то вся неделя не задастся. Что делать с вещами? Я всегда задумываюсь, как правильно избавиться от ненужных вещей, которые по приметам нельзя просто так отдавать людям. Ведь действительно, накапливать хлам вредно, а вещи хранят энергетику.
Чаще всего я или сжигаю такие предметы, или режу на кусочки перед выбросом. Сжигание, конечно, лучший вариант. Вся энергия уходит вместе с дымом. А если резать или рвать вещи, то никто не сможет ими воспользоваться снова. Хотя идеальным вариантом было бы закопать ненужные вещи в землю, но в городе это сложно сделать, разве что вывести за город и закопать в лесу или поле. Главное – делать это без сожаления, иначе энергетика не исчезнет. В любом случае, расставание с вещами не должно вызывать грусть. Всему свое время. Старые вещи выполнили свое предназначение, теперь им пора уйти, а на их место придут новые, которые принесут в дом свежую энергию. В общем, как видите, я очень бережно отношусь к личным вещам и никогда не расстаюсь с ними, отдавая кому-то. Лучше уж избавиться совсем, чем подарить. Так считаю правильным. Друзья, не стесняйтесь и поделитесь в комментариях своим мнением на эту тему. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.